Друзья, приветствую вас. Это дневной, уже, наверное, вечерний обзор активов ММВБ. Так, ну по Норникелю вот я выпустил, там немножко затянулось. Давайте посмотрим, что у нас с индексом РТС. По индексу РТС, по фьючерсу у нас наметился разворот от текущего значения. И сейчас вот у нас речь идет о том, что будет, не будет пробито 123 800, 124 тысячи. Вот этот уровень красненький обозначен. Соответственно, если он пробивается и там идет закрепление, то все, можно сказать, рост закончен, будет проторговка, потом, скорее всего, пойдет снижение. Если сейчас удержим текущие позиции, сейчас мы часовик, 4-часовик посмотрим, то вполне возможно, что мы просто имеем небольшой откат на хаях. Так, вот по 4-часовику мы, конечно, выпали, но сейчас идет попытка разворота. И если эта попытка разворота реализуется, то мы можем сходить вот сюда на 129 500. Вот. Но пока непонятно, будет или не будет здесь разворот. Давайте часовик посмотрим. Так, по часовому таймфрейму здесь все-таки, наверное, разворот произошел. У этого разворота ближайшая цель движения проходит вот здесь. Это 126 500. Скорее всего, вот эту цель сейчас добьем. Если здесь начинается проторговка, набор позиций, то открывается возможность для движения, цель которой будет 129 500, вот сюда вот, на этот уровень. Если здесь у нас все-таки последует движение не в ту сторону, в которую кажется, то здесь должен быть пробой 124 500 на объеме и возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас здесь, судя по всему, происходит разворот, и если приход вот сюда вот осуществляется, здесь проторговка, разворот, скорее всего, состоится и продолжится банкет. Если здесь будет пробой этого диапазона, пойдет возврат вот в этот уровень, и проторговка уже будет идти в этом уровне. Вот. Потом, возможно, пробитие и уход вниз. Но пока, я думаю, более вероятно локальный разворот и отскок. Так, далее Сбербанк. По Сбербанку у нас сегодня была попытка провала и завершения движения. Однако пока эта попытка она не состоялась. Торгуется он, видите, в диапазоне вот между сильными уровнями. И если у нас не будет закрепления ниже. Итак, друзья, на часовом таймфрейме у нас таки разворот произошел. И отсюда у нас вот сейчас, если закрытие часовой вот этой свечи происходит выше 216, 215, выше вот этого уровня 215,5, то вполне как бы следующий этап это движение, отработка 219 вот сюда вот в этот диапазон. Ну и соответственно, то есть не срабатывает вот этот разворот в том случае, если будет сегодня пробитие 212,5 на объеме и провал вот сюда вот в нижний диапазон. Скорее всего, все-таки удержится здесь и пойдет дальнейшее движение, потому что цели еще не отработаны, которые находятся вверху. Так, ну сейчас, если переходить к 15 минутке, то вот Сбербанк на закрытии вполне может выпалить и на 217 сходить. Вообще, как бы у него высока вероятность того, что он все-таки закрепится на 215,5. И если он здесь закрепляется, у него открывается возможность. Первая цель движения, она находится вот здесь вот, 218,7. 218,7, 219. Вот сюда вот этот диапазон. Может быть короткий откат и отработка цели 214,7. Вот. Но если при этом не последует пробитие 214, то скорее всего этот откат завершится тем, что пойдет возврат вот сюда вот в этот диапазон. Сейчас на закрытии, скорее всего, будет отработка вот этой цели, а завтра наиболее вероятный сценарий это движение вот сюда, вот в этот диапазон. Так, вот по Газпрому дневной таймфрейм, он, конечно, более такой пессимистичный, чем по Сбербанку. То есть здесь рисуется разворотная формация с целью движения как минимум на 197. Сейчас давайте часовик посмотрим. Так, ну по часовику сейчас вроде бы идет торможение вот этого падения, которое было. Но все-таки на дневках, судя по дневке, высока вероятность того, что сегодня-завтра будет пробитие 201 и движение с целью
закрытие диапазона 199,7, 198,5. Вот сюда вот, в это облако. Вот. Если все-таки мы удерживаемся, сейчас не пробиваем уровень, который 201, 200,5, то отсюда, скорее всего, по факту набора позиций будет попытка отскока. И цель этого отскока будет закрытие меточки, которая находится на 206,1. Вот сюда вот отскок в этот диапазон. В случае пробоя, если сейчас не произойдет затягивание на 202,7, 203,5, то скорее всего отсюда разовьется снижение, первая цель которого будет 200,1. Вообще сейчас, если диапазон 200, 200,5 будет пробит, то высока вероятность, что разовьется более крутое движение, корректирующее вниз. Поэтому сейчас зависит от того, удержится в этом диапазоне или не удержится. Вот. Но даже если удержится, ничто не отменяет того, что завтра во второй половине дня его отольют, поскольку дневная свеча указывает на то, что по нему вполне может начаться корректирующий откат. Так, далее вопрос был по НЛМК. Смотрите, по НЛМК сегодня мы одну цель 140 закрыли, но, собственно говоря, эта цель она была выполнена еще вчера. Далее здесь есть цели движения, которые находятся на 143,5, 144,5. Вот. Но сейчас пока эти цели, они под вопросом, потому что он должен удержаться, он должен не пробить диапазон 136,3, не закрепиться под 136. Вот. Если это условие выполняется, то завтра можем увидеть повторное тестирование на пробой 140 и попытка закрыть цель, которая находится на 143,5, 144. Вот здесь вот. Так, ну вот смотрите, есть локальная идея по НЛМК на часовом таймфрейме. Она может отработать сегодня, может отработать завтра. Здесь вот покупка при текущем значении, цель движения находится на 140,3. Ну и соответственно стоп будет в том случае, если пробьет 137, 137,3. Вот если здесь пробитие происходит, то скорее всего эта идея не сработает и пойдет откат сначала на 136,7 и потом возможно движение вот сюда вот 135,7, 135,1 в этот диапазон. Вот, поэтому локально есть идея для отскока вот сюда вот. Вот, но в том случае, если здесь идет пробитие, то соответственно первая цель движения этот диапазон, и в случае пробоя 134,6 развивается движение, цель которого будет 131,5 вот сюда вот. Так, ну Роснефть сегодня выстрелила, единственное, она 400 не отработала. Видите, у нас по всем основным инструментам немножко не дотянули. По Сберу не дотянули, по Газпрому не дотянули, по ГМК вместе с Палладием и другими штуками вниз ушли. Так, вот Роснефть, она, в общем-то, сейчас достаточно в хорошей ситуации находится. Есть у нее, правда, возможность немножко отвалиться на 385-386, закрыть вот этот гэп. Но в целом, смотрите, вот здесь пока не будет пробито с 380, 382, 382,5, здесь вот эта вся формация, она наиболее вероятно будет переходить в консолидацию. И у Роснефти есть волшебная цель движения 411. Соответственно, пробой вот этого диапазона будет тащить бумагу вниз, она будет начинать корректироваться. Но пока она находится на хаях, она, скорее всего, попытается добить 411, там у нее есть волшебная цель. Локально, если рассматривать диапазон 1-2 дня, здесь идея очень простая. Покупка при текущем значении, стоп на 388 и take profit на 396. Вот такая вот есть нехитрая идея. Вот. Конечно, она может сейчас не сработать, может сработать стоп, но тем не менее, то есть если сейчас ситуация будет стабилизироваться, то в ближайшее время вот эта цель 396 будет отработана. Есть у нее более высокая цель 411, но если сейчас начнется корректирующий откат, то, соответственно, выполнение этой цели на 411 мы увидим, наверное, не скоро, возможно, даже в следующем году. Шучу.
Наверное, сейчас пока отката не будет, потому что еще хаи локальные не обновили, ни мы, ни американцы. Надо бы все-таки хаи добить, и после этого уже, если там не будет закрепления, можно начинать оттуда смело падать.